Приветствую вас на своем канале Кернембай. Речь пойдет о телефоне Poco X3 Pro. На моем канале появится новый такой раздел именно про такие телефоны. Про Poco. Не такие, а такой. Пока такой. Именно телефон Poco X3 Pro. Дело в том, что у меня произошла такая ситуация. Прошивка у меня стоит. Сейчас я вам покажу. Прошивка вот такая вот она прошивка. Вот, видите? И есть уже обновление, но по воздуху, нажимая сюда, оно должно типа по воздуху определиться. Вот эти обновления не найдены, но на самом деле они есть. И как их обновить? Короче, в данном видео будет много фишек, как обновить Poco X3 Pro до новой версии, так как я лично пока не обратился к разработчикам, ничего сам даже не смог допетрить. Нажимаем сюда на обновление. Видите, проверьте обновление, обновления не найдены. Но можно обновлять через прошивку OTA. Типа, обновление. Это не прошивка будет, а обновляемая такая прошивка. И можно обновлять ее через такую функцию. Типа написано. Видите, у меня уже функционал этот есть. Выбрать файл прошивки. Но у меня этого ничего не было. Они мне подсказали, что делать. Также и я с вами поделюсь данной информацией, потому что это 100 баллов, это не у меня одного данная проблема. На данной прошивке, вот этот Global 1301, постоянно какие-то есть глюки. То датчик работает сам по себе, не буду объяснять, потому что сам, если честно, даже уже и не вспомню, потому что когда видео пишешь, попробуй все вспомнить, записать, рассказать, это все сложно. Не так все легко, как кажется. Итак, вот наш Poco X3 Pro. Чтобы не думали, что я вас обманываю. Да, он бэушный. Уже затертая на моя пластинка. Камеры, кстати, хорошие. С чего начать? Это вот то самое обновление. Нужно перейти по ссылке, которая будет здесь под видео в описании. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать дальнейшие видосы именно про такие телефоны Poco X3 Pro. Это не будет не первое видео, будет продолжение с какими-то там изменениями, возможно, дальнейшими прошивками и так дальше. Так, с чего начнем? Нужно нам скачать прошивку, актуальную версию. Вы помните, да, что у меня прошивка 13.0.1, а есть уже прошивка 13.0.5. Как вы помните, по воздуху она не обновляется. Переходим по ссылочке. И здесь, вот видите, я выбрал прошивки Poco X3 Pro. Но если у вас другой телефон Poco, то нажимаем с самого начала на эти вот три полоски. Смартфоны выбираем. И ищем наш телефон, который у вас есть. Я, к примеру, ищу Poco X3 Pro. Такой, как у меня. Poco F. Вот. Poco X3 Pro. Вот вам. Нажимаем на него. Здесь будут на этом сайте все актуальные прошивки. И вот они, прошивочки пошли. Для каждого региона, не региона, страны, для каждой страны. Индонезия, Индия, Европа, глобальная, Россия, Тайвань, Турция. У меня прошивка стоит Россия 13.0.1.0 и вот эти буквы S, G, U, R, U, X, M. Сверяйте. Потому что не знаю, что произойдет, если, например, у вас будет стоять Россия, а вы поставите Индию, к примеру. Не знаю, что произойдет. Я рисковать своим телефоном не буду. Да, и не смысл в этом видео. Вот я выбираю свою прошивку, сверил номер. Вот в основном нужно вот эти буковки сверять. Если у вас нажал куда-то. Вот эти все буковки, если у вас подходят, значит это ваша актуальная прошивка. Я нажимаю, вот у меня 13.0.5.0. Нажимаю на нее. Здесь можно скачать для обновления
через рекаверы и через обновление ОТО. Все написано, все на русском, все читаем. И вот нажимаем «Скачать». Я через ОТО буду скачивать, обновлять, то есть. Так, вот отсчет пошел. Сейчас отсчет закончится и появится у вас здесь внизу «Сохранить». Автоматически вот дано. Пошла загрузка и вот просит она вас. Просто нажимаете «Да», и она у вас сохранится в папку Download на вашем устройстве. Я ее уже скачал, по-новому скачивать я и не буду. Выходим отсюда. Смотрим, где она. Вот здесь можно прямо в загрузке файловый менеджер. Я захожу через скачанный. Это не родной файловый менеджер. Я привык на всех андроидах пользоваться вот этим файловым менеджером. Запомните, хороший файловый менеджер, бесплатный. Заходим. Можно сразу зайти в загрузки. Она здесь должна быть скачана у вас. Я уже скачивал и ранее, там раньше прошивки. Я еще сюда скачал, а потом ее перенес. Вот так вот сделал. Она обозначилась. И сделал сюда вот переместить. Дальше 4 точки. Это я сделал для своего удобства. Основная память. И сюда я вставил. Вот она. 13.01 для 13.05. Я ее сюда вставил, вставлять другую я сюда не буду. Короче, она находится в основном устройстве. Вот она, в самом низу. Как обновить? Когда нажимаешь на нее, происходит такая вот фигня. Ничего не сделаешь. Только сейчас, что я нажал, нафиг. Не надо нажимать было на нее. Короче, вот она находится здесь. Все, она в нашем телефоне. Все отлично. Все по плану. По плану это сейчас. А раньше было нифига не по плану, потому что я не знал, что дальше делать. Обычно по инструкции заходишь в настройки, везде по инструкции, на всяких сайтах. Заходишь в настройки о телефоне. И нужно нажать сюда. И здесь должна быть функция выбрать файл прошивки. Но у меня такой функции вот этих не было. Перезагрузить в рекавери режим не было. Была функция только скачать полную прошивку. И что-то там еще дополнительный список изменений было точно и настройки. А вот этих двух функций у меня не было. Вот именно, вот именно вот этих. Выбрать файл прошивки не было и перезагрузить в режим рекавери. Тоже этого не было. Как ее включить? Оказывается, это очень просто и легко делается. Нужно одним пальцем нажимать несколько раз вот по этой циферке 13, пока не появится надпись дополнительная функция включена, заикаюсь, извиняюсь. Нажимаю, у меня, конечно же, она включена, повторно она не включится. Вот смотрите, я нажимаю, в самом низу вот появляется. Дополнительные возможности включены. И у вас такая же надпись появится, и появится вот этот весь функционал. Дальше что мы делаем? Я, если честно, еще не обновлял. Вот на данный момент я буду делать все ровно вместе с вами, так как я это даже не делал раньше. Первый мой телефон от Poco. Раньше были там у меня Huawei P40 Lite, Honor X8, это вообще не телефон. И дальше уже я приобрел Poco, боясь, конечно, приобрел, но все-таки приобрел. Короче, отошел я от темы, да. Вот нажимаем сюда, выбор файл прошивки. Заходим в какой-то файловый менеджер нас выпустила. Лучше сразу нажать сюда на 3 точки и Poco X3 Pro. И вот идем в самый низ. И вот помните, у нас в самом низу находилась наша прошивка. Нажимаем на нее. И вот что происходит. Будем смотреть вместе с вами. Ваше устройство будет автоматически перезагружено для обновления MUI до версии 13.0.5.0. Вот, та версия, которая мне нужна. Нажимаю перезагрузку.
рискую вместе с вами. Расшифровка идет какая-то, перезагрузка, я так понимаю. И посмотрим, оживет мой телефон или нет. И самое интересное, останутся ли данные, потому что резервных копий я не делал. Желательно сделать перед этим резервные копии, чтобы потом, если что, можно было бы восстановить ваши все данные, приложения, я так понимаю, даже номера телефонов. Ну и смотрим вместе с вами. Возможно, я сделаю прокрутку, если это займет долгое время. Опа-на. Пошла перезагрузка. Я так понимаю, наверное, обновление завершено. Опять напоминаю, что я делаю вместе с вами. Даже не знаю, что дальше произойдет. Будем надеяться, что мой телефон будет дальше жить. Стремно это все дело. Кстати, забыл в начале видео предупредить, сделать такое предупреждение, что все манипуляции, которые вы будете делать сами по какой-то либо инструкции, вы рискуете, а не кто-то другой. Все делать вы будете на свой страх и риск. Никто отвечать за ваш телефон не будет, потому что может произойти все, что угодно. И, кстати, перед тем, как что-то делать, манипуляции какие-то производить, лучше включить функцию разработчика и включить отладку по USB. Вам будет проще, если что-то произойдет, проще потом его восстановить. И не забывайте делать резервные копии, чтобы, если что, восстановить ваши все данные. Вот это произошли сейчас как бы обновления. Ну, телефон мой включился, это уже победа. Кстати, сейчас мы увидим, останутся мои все данные или что-то удалится. Проверка, так. Запоминайте мои пароли обязательно. Мамкины хакеры, как какой-то блогер говорил, пускай пробует взламывать. Короче, как я вижу, все данные мои остались, все приложения. Так, что-то у нас тут шторка показывает. Вот, обновления завершены. Нажмите для просмотра. Обновление систем безопасности Android. Улучшена безопасность системы. И это все. И вот наша версия. Помните, какая была? 13.01 была, а сейчас 13.05. Так, зайдем сейчас в настройки о телефоне. И вот все изменилось. Версия 13.05. Все как положено. Посмотрим. Вот функция данная осталась. Я так понимаю, если данную функцию уже включите, она уже будет включена навсегда, пока вы не полностью не прошьете данный телефон. Версия Android 12, что-то тут SKQ1. Так. Кстати, данная прошивка актуальна была, не знаю, когда вы будете видео это смотреть, на 2023 год, 2 месяца. Это точно. Не помню, какое там число, по-моему, 17. Если я не ошибаюсь, обновление систем безопасности. Вот.
Вот видите, уже обновление систем безопасности было 22 года, а сейчас уже 23 года. Все параметры смотрим. Так, оперативная память, понятно. Версия ядра, понятно. Android 12, понятно. Обновление систем безопасности, понятно. Модель такая-то, понятно. Что поменялось? Я думаю, ничего. Блин, потому что так, как писалось. Так, в принципе, это можно посмотреть, по-моему. Так, имя устройства. Не то, блин, сейчас поищу. Версия, вот список изменений. Обновление систем безопасности Android. Улучшен безопасность системы. И все. То есть, я так понимаю, обновился антивирусник какой-то. Ну, это мое предположение. Ну, короче, со системой безопасности. Ну, обновили мы телефон. Показал я хитрые, это скрытые функции, которые мы открыли. Ну и, в принципе, все. Подписывайтесь на канал. Ссылочки на прошивки, если не забуду, оставлю в описании. Если что, пишите комментарии. Я на комментарии все, по крайней мере, стараюсь отвечать. Если у кого-нибудь появятся какие-нибудь проблемы с данным телефоном или с каким-нибудь другим, тоже обязательно пишите, задавайте вопросы. У меня есть связь с разработчиками, я знаю, как с ними связаться, и они очень хорошо и быстро отвечают на все вопросы. Кстати, вот все эти функции, как открыть, они мне лично подсказали. А не где-то я на сайте нашел. Все, всем всего хорошего. Подпишитесь на канал. Поставьте обязательно лайк. Пока-пока.